Вот этот мой основной станок самодельный, который представляет собой циркулярную пилу, встроенную в стол, и вот здесь вот фрезер. Он меня уже больше не устраивает. Я уже говорил ранее, что из-за того, что деформировалась столешница, чистых точных пропилов уже никаких нету. Можно делать только черновой распил. Но и фрезер этот тоже меня перестал устраивать тем, что вылет фрезы у него уже незначительный. Привет, ребята! Чуть больше года назад на этом самом месте я делился с вами своей радостью от приобретения своего первого фуговального станка. И вот сегодня эта радость повторилась. Наконец-то я сбыл свою мечту, которую я лелеял целых 3 года. Я приобрел свой первый настоящий профессиональный чугунный циркулярный станок. Этот станок ко мне приехал снова из магазина Harvey Roos. Ссылку на этот станок я вам оставлю в описании к этому видео. А сейчас давайте посмотрим, что же это за станок. Станок пришел ко мне в 2 коробках. Прежде чем переносить станок в мастерскую, я распаковал его и проверил комплектацию. Тумба станка была в сборе, отдельно поставлялся только параллельный упор и направляющий для него. Для удобства выложил все детали станка перед собой, не вынимая их из упаковочной пленки. Комплектность была полной. В комплект станка входят штурвалы для подъема опускания и наклона пильного диска, колеса и педали к ним, защита ограждения пильного диска, ключи для замены пильного диска, пластиковый толкатель, вкладыш для дисков Дадо, набор шестигранных ключей, крепежный материал. В отдельных коробках я обнаружил транспортир для торцевания заготовок под разными углами и стальные расширители рабочего стола. В длинной коробке я нашел направляющие для параллельного упора и сам параллельный упор. Они были отлично упакованы в формованный толстый пенопласт. Станок очень тяжелый, и мне пришлось звать на подмогу соседей, чтобы перенести его в мастерскую. Сборку пилы начал с установки колесной базы, для того, чтобы в дальнейшем было легче собирать станок. Вообще сборка циркулярного станка GIB 25102 не представляет собой сложности. Все нужно делать строго по инструкции, ну почти строго.
К слову сказать, в комплекте прилагается инструкция, но на английском языке. Инструкцию на русском языке можно найти на сайте Harvey Rus в электронном виде. При монтаже черной планки с центральным колесом у вас могут возникнуть трудности со сходимостью отверстий. Но разве такой пустяк способен омрачить радость от обладания этим замечательным циркулярным станком? Колеса поставлены, и теперь тяжеленную циркулярку весом более 100 кг можно легко перемещать по мастерской. Теперь нужно освободить чугунный стол от консервационной смазки. Для этих целей я использую керосин и немного ВДшки. Высвобождаю из картонного плена магнитный пускатель и продолжаю сборку станка. Штурвалы для подъема-опускания пилы и для ее наклона выполнены из легкого металлического сплава, а фиксирующие барашки из пластмассы. С установкой проблем быть не должно. Вращение штурвалов очень легкое. Я не прилагал никаких усилий при наклоне пильного диска. Расширители рабочего стола у данной модели, который является самой младшей в своем классе, не чугунные, а стальные. Следует понимать, что расширители штампованной стали не могут быть ровными по определению. Они предназначены лишь для поддержания длинных заготовок. Поэтому не старайтесь их выровнять в ноль при установке. Нужно лишь постараться выровнять стыки между ними и основным чугунным столом. Для фиксации расширителей используются болты с головкой под шестигранник. Такие ключи есть в комплекте, но вам непременно потребуются рожковые ключи и головки. Затем я устанавливаю переднюю направляющую. Она представляет собой цельный алюминиевый профиль без стальных элементов. На концах профиля нужно снять пластиковые заглушки и завести болты для крепления самой направляющей к столу и для крепления магнитного пускателя. Переднюю направляющую не следует фиксировать полностью. Нужно только наживить гайки и слегка затянуть их рукой. Миллиметровая шкала уже приклеена к профилю, поэтому нужно будет выровнять направляющую по отношению к визору параллельного упора, но об этом немного позже. Я решил ничего не настраивать, а испытать пилу прямо из коробки на заводских настройках. Единственное, что я настроил, это стальной вкладыш. Я вывел его за подлицо со столом при помощи вот этих юстировочных болтов под крестовую отвертку. На вкладыше имеется загадочная вставка из полированного металла. Я теряюсь в догадках, что это такое. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. В комплект к циркулярному станку не идет пильный диск. Я купил пильный диск нужного размера в магазине CMT. Этот диск 10 дюймов или 256 мм с посадочным отверстием 19 мм на 50 зубьев. Диск предназначен для чистового, продольного и поперечного пиления древесины, фанеры и МДФ. Переходная шайба для пильных дисков с посадочным на 30 мм поставлялась вместе со станком. Установка пильного диска производится так же, как и на большинстве аналогичных станков, а именно при помощи гайки, планшайбы и двух ключей. Никаких новомодных фиксаторов вала, все по классике.
Далее необходимо установить параллельный упор и подогнать под него направляющую со шкалой. После установки направляющей нулевая отметка на шкале может оказаться в любом месте. Наша задача – совместить ее с риской на визоре упора. Для этого необходимо поднять пильный диск, прижать к нему параллельный упор и по возможности зафиксировать его струбцины к расклинивающему ножу. После того, как риска будет совмещена с нулевой отметкой на шкале, можно зафиксировать направляющую. Для этого вам понадобится головка на 13 или рожковый ключ. Сильно стараться и очень точно совмещать риску с нулем не обязательно. В дальнейшем можно более точно отрегулировать визор параллельного упора. Но у меня получилось сделать это сразу. Теперь хватаем заднюю направляющую и намертво прикручиваем ее к станку. Между передней и задней направляющими нужно установить перемычку. Но это совсем просто. Установка ограждения пильного диска не является строго обязательной, но она положена по правилам техники безопасности. Это ограждение поставляется в собранном виде и имеет когтевую защиту от отбрасывания заготовки. Производители учли пожелания многих пользователей и углубили магнитный пускатель под переднюю направляющую. Переставлять крепежную скобу вам теперь не потребуется. Не забудьте нанести смазку на основные движущиеся детали механизма пилы перед установкой кожух в станины. Немного о механизме параллельного упора. Он имеет упрощенную конструкцию по сравнению с другими, более дорогими моделями. Все необходимые настройки присутствуют. Но мне не пришлось их менять, так как на заводе они были выставлены идеально. Подобно передней направляющей, параллельный упор представляет собой сложный алюминиевый профиль с резиновой гибкой заглушкой задней части. Задняя часть упора не фиксируется, а перемещается по задней направляющей посредством регулируемого по высоте штифта с подшипником. Зажим параллельного упора очень крепкий. Упор не имеет люфтов с обоих своих концов. Циркулярный распиловочный станок GIB 25102 собран и готов к работе. Самое время что-нибудь распилить. Для тестирования я выбрал обрезок сосновой доски толщиной 50 мм. Для того, чтобы вы могли услышать реальный звук работающей пилы, оставлю уровень громкости без изменений и уберу посторонние звуки. Первый запуск. У станка отсутствует плавный пуск, но меня это ничуть не огорчает. По сравнению с моей прежней пилой, звук работы станка очень тихий. Вот это особенно приятно. Для дальнейшего тестирования я сниму ограждение пильного диска. Оно мешает работе. Буду использовать его только при распиловке больших объемов древесины. Прежде чем продолжить испытание моей новой циркулярки, я обработал заготовку, как и положено, на фуговальном станке. Создал базу на одной пласте и одной кромке. Теперь можно пилить в размер. Выставил упор четко по шкале на 20 мм и зафиксировал. На всякий случай проверил выставленное расстояние старым проверенным способом по линейке. Заготовка идет очень мягко, чему отчасти способствует качественный пильный диск. Результат оказался восхитительным. Это и есть чистовое пиление, которого я был лишен все 3 года моей столярной деятельности. При этом никакой настройки параллельного упора я не производил. Сходимость углов детали тоже оказалась на очень высоком уровне, а именно полностью отсутствовала щель на просвет при прикладывании поверочного угольника.
Извините за плохую съемку, очень неудобно это делать на камеру. Теперь я хочу попробовать сделать глухие пропилы с установленным расклинивающим ножом. Нож у станка один. Он имеет настройку по высоте для сквозных и глухих пропилов и может быть снят при необходимости. Настройка расклинивающего ножа тоже была правильной с завода. Последнее, что я собираюсь проверить, это угловой транспортир или перпендикулярный упор. Сделаю с его помощью торцевания заготовки под 90 и 45 градусов. После торцевания сразу проверяю угол 90 градусов. В одной из плоскостей визуально вижу расхождение, пару десяток. Это не критично. Вторая плоскость в норме. В пазу циркулярного станка направляющий транспортира имеет небольшой люфт, который не может быть устранен при помощи регулировок. Вот таким замечательным станком, ребята, я обзавелся. Большое спасибо компании Harvey Rus за возможность обладать этой прекрасной техникой. Впереди меня ожидают большие перемены и много новых увлекательных столярных проектов. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, ставьте оценки моим видео и кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Всем добра!